Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Валентин, и сегодня мы обсудим ожидаемые игры февраля. Да, уже второй месяц Нового года, а это значит, что крутые игры на кону. Ну, может быть и не сейчас, но они будут чуть-чуть попозже, к осени. Первая игра, на которую обратят внимание многие, это Evolve. Игру разрабатывает студия Черепаха Камень, ну или Turtle Rock, ну или Черепаший Рок. Я не знаю, что вообще за название студии нынче. Непослушная собака, чуточку долбанутые, ну и так далее. Так или иначе, об Evolve ребята рассказывают спокойно. Мол, мы уже 4 года разрабатываем проект и, конечно же, играем. Поэтому всегда находим промежуток, который можно заполнить новыми элементами. Нас уверяют, что когда игра выйдет, мы увидим полную картину, и игра точно не покажется монотонной. Evolve предлагает вам выбрать сторону, вступить в ряды команды и занять свою индивидуальную и важную позицию, или же залезть в шкуру монстра Голиафа, Кракена и, конечно же, других чудовищ, что можно будет скачать в виде DLC. Расширенное издание игры Unmechanical перебирается на консоли нынешнего поколения. Проект был разработан в течение 4 недель, используя комплект инструментов от Unreal и улучшен для повторного релиза. Вам, в роли маленького вертолетика, предстоит пройти серию испытаний, чтобы найти выход из пещер. Игра дает возможность решить весьма примитивные, но одновременно и забавные головоломки. Создатели также обещают некий сюжет, который поведает об основных аспектах истории. Ну а после вы начнете охоту на сказочных чудовищ. Игру любят сравнивать с Dark Souls, а именно в том аспекте, что игра действительно бросает вызов геймеру. Враги сильнее вас, но вы не будете сражаться один, и более того, если вы хорошо обдумаете стратегию прохождения, улучшите свои доспехи, то в итоге игра наградит вас новыми возможностями. Сей цикл геймплея повторяется, покоряя все новые вершины в игровом мире, горизонты которого игрок и мечтает увидеть, а это, собственно говоря, и движет нас пройти до конца. По программе, которая поддерживает независимых разработчиков, к запуску на Xbox One готовится новая игра. Вас закинут в пиксельную тюрьму. Так я называю место, куда стоит отправить всех, кто делает летсплеи на Майнкрафт. В этом месте вам придется долго и тщательно работать, дабы совершить побег. Но игра куда более продуманная, нежели может показаться на первый взгляд. Чтобы не создать подозрения, вам придется действовать на основе повседневной рутины. Но втайне от этого вы будете готовить план побега. Множество фанатов легендарной Zelda ждут переиздания игры, дебют которой изначально состоялся в начале 2000-х на Nintendo 64. Сейчас же порт предназначен для консоли 3DS и представляет обновленную графику, более детализированные текстуры и, естественно, освещение. Это прекрасный способ не только порадовать давних поклонников, но и представить классическую игру для потенциально новой аудитории. Новый файтинг готовится к релизу в феврале. Создатели утверждают, что это финальная часть игровой серии. По-прежнему это тот самый Dead or Alive, который вы любите, но в то же время мы увидим больше нового контента и куда более интересные вариации ударов, новые комбинации и так далее. В особенности видно, что была проделана работа в области дизайна персонажей и, естественно, женских персонажей, чего не любят делать Ubisoft. Разработчики популярной игровой серии жанра стратегия выбрали новую эпоху и, выбрав важную историческую личность, более или менее сделали его центром событий, вокруг которого прольется кровь. Кстати, именно по причине того, что данная эра позволяет разработчикам создавать огромные баталии с кучей фейерверков, ребята из Creative Assembly и сделали такой шаг. Но игра не начнется с восходом Аттилы, до этого придется дойти в ходе истории вам самим. Но нам обещают, что ваш подход будет куда более мрачным, нежели игроки привыкли видеть в играх.
Грядет мега-эксклюзив. Разве не повод радоваться для обладателей PlayStation 4? Безусловно, первое, что бросается в глаза, так это превосходная графика, которая вместе с прекрасно детализированной окружающей средой создает эффект кино. Но как насчет игрового процесса? Пока трудно что-то комментировать, ведь в основу геймплея лег традиционный шутер от третьего лица. Тем не менее, настораживает остальное. Эти завершающие удары, что напоминают бездушный райс, отсутствие разнообразия, но внедрение интеракции во время катсцен выглядит неплохо. Уже скоро мы объявим войну демонам, что затаились во тьме лондонских улиц. Игровой сериал по мотивам всем известной игры Resident Evil. И первый эпизод будет выпущен уже совсем скоро. Естественно, что такой формат влияет на стилистику повествования в целом, учитывая даже то, что эпизоды будут выходить довольно-таки часто. Но Capcom готовы пойти на такое и попытаться иначе преподнести свой новый проект. В главной роли девушка, которая выступает против биотерроризма и представляет организацию TerraSave. После засады героиню вырубают, и она просыпается в неизвестном, всего вернее заброшенном здании. Ей предстоит не только спастись самой, но и поддержать свою подругу, которая также где-то неподалеку. Вот и все на февраль 2015-го. Я надеюсь, что вам понравился видеоролик. Если это так, то нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. И я это ценю. Ну а какую игру в феврале вы ждете больше всего? Оставляйте свои ответы в комментариях. С вами был Валентин. До встречи, друзья! Sir Galahad, this matter is not yet over. Of that you can be sure.